Фильм, наверное, о том, как создается красота. Очень хотелось бы, чтобы люди увидели, как из ничего создается что-то. Очень хочется, чтобы люди взглянули внутрь, вот именно в эту кухню, увидели, как это тяжело все делается, чтобы люди прочувствовали то, что испытывает творческий человек. Мы не просто продавцы цветов, что мы люди, которые занимаются чем-то очень важным, да, созданием какого-то настроения. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Конечно, первые проекты, когда были в Европе, вот это был, конечно, ужас, потому что ты нервничаешь, переживаешь. Сейчас как-то становишься более таким стрессоустойчивым. То есть нет выбора там «хочу», «не могу», «не умею», просто надо. Студенты и те, кто приедут сейчас, они научатся делать, собственно, оформление из ничего. Из какой-то бумаги, и из каких-то, там, не знаю, там, листочков, коряжек. Выйти за рамки стереотипов и показать свою индивидуальность именно вот в этом бизнесе. В этом и кайф. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Раз, два, три, четыре. Четыре. Ну ты мне говоришь, скажи им трубки. Трубки, ты сама знаешь, что они разъединяются, там целиковые. Заказал большую машину, это раз, дали машину маленькую. Ну то не знал, что стол, который я закажу, такой большой, что не влезет. Что делать-то? Доставку заказать? Да нет у них доставки. 5 сантиметров мне не хватило. Короче, у нас другая проблема, страшнее. Сегодня должны были доставить наши материалы для вот этих вот больших колес. Их не доставили, у них не хватает персонала, у них все люди в отпуске. И доставят только с опозданием на 4 дня. Это Европа, это всегда в Европе так происходит. То есть нет такого, чтобы были какие-то... То есть вот 4 дня, то есть, представляешь, сегодня у нас только 12-го, и только 17-го они доставят продукт, который мы заказали. Это ужас какой-то. Как они здесь живут? Достижение любого, наверное, мастера – это то, что его стиль узнаваем. Классно, что люди открывают журнал, листая. О, Роско. Не надо, чтобы была надпись, что это Роско. Я очень хорошо понимаю, что всю свою жизнь я не смогу так колесить, и мне очень хочется, чтобы утром проснуться иногда, чтобы к тебе бежало маленькое существо, которое прыгало на руки, кричала «папа», да? Поэтому я хочу создать свою школу, для того, чтобы потом осесть в ней, и люди приезжали ко мне. Хочется до старости лет работать и понимать, что ты будешь нужный. И в 70 лет понимать, что ты нужен кому-то. Я поэтому все это и делаю. Для того, чтобы до последнего вздоха своей жизни работать и понимать, что есть люди, которые будут ценить мое творчество.
первой же встрече с клиентами им почему-то хотелось тему именно сказочного дерева, как из «Аватара». То есть они нам даже показали вот эту Эйву. Им нравится, что она спускается, свисает, поэтому мы используем искусственную глицинию. Сам ствол будет сделан из крафта. Часть корней мы привезли уже из Москвы. Одно из пожеланий клиента это было, чтобы гости могли дотянуться до чего-то живого и никогда в жизни не могли понять, что наверху искусственное. Будут висеть такие, как бы, знаешь, такие гирлянды. Потом у нас будет стол для торта, стол, который зарос полностью этими корнями, и все это живые цветы. Невеста будет выходить с 2 свадебными букетами. Один где дончики? Видите, они такие. Ну, они лаком и клеем. Они обрабатывали их очень долго, но некоторые все равно бракуются. Самое страшное – это 3-метровые колеса. Они будут золотым покрыты оракалом, и внутри будет дерево. С одних с них свисают золотые ниточки, и на них будут листочки. То есть еще у нас там 200 листочков, в которые мы должны тоже сделать дырочки. Это все подготовить, чтобы ты подвесилось. Каждый гость будет писать пожелания и вешать на него. Нам не хватает трубки для усиления ствола, потому что все это отличается от того, что есть непосредственно в России. Поэтому вот мучаемся, будем сейчас искать варианты для того, чтобы все-таки это все сделать. Новое. Ще ну секунду, ну май. А и патруші зичі, да? На метр. Когда человек работает для себя лично, от души, с любовью, тогда его творчество становится интересным, когда оно индивидуально. Любое твое творение – это все-таки любовь к этому материалу. Мотаешь одну, вторую, потом третью там заворачиваешь какой-то загогульный, где-то более-менее утолщение, где-то там. Я очень люблю травы, и я помню в детстве, все дети как дети, когда ездили, ну, шашлыки, там, дети все бегали что-то, я ходил к болоту, то возьму, выложу, прям одевал сапоги и мог выложить, к примеру, весь рогоз, к примеру, уложить по какому-то там направлению, да, там. Родители не могли понять, что это такое. Теперь они-то понимают, что, скорее всего, это была тяга уже с детства к цветам. Для меня было вообще достижением, когда мой учитель научил меня прививать почки. И у него растет груша, которой я привил почку яблока до сих пор. Сейчас я поеду, с большим удовольствием посмотрю на свое дерево. Мне было тогда, наверное, лет 14. Делай иногда вот узлы. Посмотри, видишь, там узлы где-то есть. Где-то вот оно может даже вот так вот где-то уходить. Знаешь, оно как на дереве узлы появляются. Хорошо. И у тебя опять много воздуха. Смотри, у тебя здесь ничего нет. Очень рано. Вот это очень объемно. Очень. Вот сюда смотри. На самом деле это уже у нас скелет получается. Скелет внутри, кость. А дальше мы просто будем наращивать корнями. Все. Так хорошо?
Ну, вообще, какая-то самая что-то она вот здесь. Я, наверное, не вижу, что там есть. Давай, теперь вот в этот Лен, А, сколько где ты? я тут. А у тебя сколько там осталось еще цемента? Мы сделали два больших и два маленьких, это мешок. Хорошо. И клея 10 литров. 10 литров вам хватит? Да, хватит. Дерево сделали, деревья все сделали? все Там стволы, некоторые или еще нет? сделали, да, деревья, и начали это белое немножко сделали, там, Значит, как ты до сказал. обеда никакого обеда нет, пока, можешь передать всем, пока не будут сделаны стволы. Сделали стволы, все на обед. Никакого обеда не Хорошо. будет, сейчас выброшу всю еду. Хорошо. Сейчас так и передам. Давай. На самом деле, со Славой мне комфортно. То есть, мне кажется, мы сошлись характером с ним, хотя мы оба такие огненные люди. Как по мне, в Москве больше нету таких мест с такими интересными проектами и таких работодателей, как Слава. То есть он для меня первый учитель, и всегда я буду к нему относиться вот с таким вот трепетом, уважением. И он, конечно, меня всегда так: Вика, там, давай, то сё. Возьми себя в руки, где твой внутренний стержень. Я считаю, что за 2 года работы с ним за 2,5 я очень сильно изменилась, ну, как человек, как личность. Мой коллектив – это тот коллектив, который гонится за мной в плане того, чтобы стать кем-то, сделать свою работу, придумать что-то новое, сделать что лучше, чем я, чтобы они более такие были организованные, сильные, крепкие. Люди, которые приходят, берут меня штурмом, да, и письмами: возьмите, 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 я хочу. Это все слова. Их нет рядом. А вот те люди, которые показали поступками, они рядом. Мой коллектив – это люди, которых я научил и воспитал. Выбрал их из многих. И я очень доволен своей командой. Что, закончился крафт, да? Очень красиво, но, блин, крафта... Я уже не могу! Ну что, переделывать или просто снизу пустить? Да, больше времени потратим, в любом случае поеду за крафтом. Только вот последний крафт я привезу. Больше... Тетка уже ржет надо мной. Еще только 2 крафта. Я вот никогда в жизни такую закупку не проводил, чтобы столько. Понимаешь, я приходил раз в Москве купишь. Зашел в Леруа Мерлен, все купил, домой. Вот чтобы я столько катался, я завтра куплю вам 150 крафта, все, что останется, замотаю вас в куколки и поедете как эти. Тутовый шелкопряд. Давай. Ну, здорово. Все, Слава, пока. Любовь, счастье. Проснуться ночью и почувствовать, что что-то рядом есть. Не обнимая подушку по ночам. Проснуться и понимать, что ты вот сейчас утянешь в самолет и приедешь, и тебя кто-то ждет. И у меня это было. Но вся любовь и все, оно убивается работой. Но для меня, как для творческого человека, нет такого, что я откажусь от работы и скажу, что я буду сидеть дома и купаться в любви и в ласке. Я не смогу так. Через какое-то время любовь и ласка убьет тогда все отношения, потому что я буду страдать от того, что я не могу творить. И есть только один выход. Когда-нибудь встретить человека, который примет именно вот таким, какой я есть, да. Я думаю, что такой человек найдется. Просто где-то ходит, шлепает по земле один. Так. Скоро ко мне дойдет. Может быть, в каком-нибудь городе. Может быть, в Париже, кстати. Прогулка по, там, не знаю, около башни. И бац, вот так вот встретишь. Человек, который будет понимать. Потому что мой характер очень сложный.
Основы под деревья каркасные были сделаны не очень надежно. Там разошлись штыри, которые не были прикручены к основанию. И поэтому, когда прикрепили тяжелые корни, повесили крону, все это стало шататься. И чтобы это не упало на гостей, мы разбираем заново все деревья, крепим и будем собирать обратно заново. Вот такая у нас впереди веселая ночь. Ура! Работа пойдет немножко медленнее, но смотрю, девчонки уже распределились, там крутят дерево, тут забрали в тот дом глицинию, там будут доделывать эти деревья, так что все норм, все успеваем, все будет хорошо. На такой красивый изящный стол пустили такие грубые ветки. Вот на этот стол для торта. Вы закончили или его нет еще? Ты шутишь? Там стало очень сыро невыносимо. Я утром, уходя, дал задание. И прихожу вообще даже, вот это ваше задание, за ними следить. Вот что я вижу? Опять те же ступеньки, а ты мне так не показывай. Я же вижу по-другому, оно же не так у тебя лежать будет. Давай поднимем. У вас получается так, знаешь, как будто газонокосилка. Хера каре, опять каре. А кто должен контролировать? Я должен был съехать на машине, а один глаз оставить здесь. Вот зачем вы со мной ездите, я не понимаю. Вот вы должны были подойти, девочки, меняем, устараемся, идем, так делаем. Но пока мы не будем следить за результатом, мы не добьемся его никогда. Вика, ты где? Здесь я. Где? Вик, вы для чего здесь были? Почему вот такая же фигня? Я с утра давал задание. Вы где ходите? Вы смотрите, что люди делают, вы подходите, вы корректируете. Вот где команда студии Роско, которая была оставлена здесь как главными? Спала, что она делала? Ела, что? Куда Вика тебя? А? Их ругаешь? Они разбегаются, ну что придется делать, они разбегаются по углам и микаются. Это же вообще просто, я не могу смотреть. Ну, во-первых, цена такого ритма – это, конечно, желание просто… Порой не хочется просто даже видеть людей, и хочется просто… Ну, то есть я часто уезжаю в какие-то города, и вот я рассказывал Брюссель, Брюгге, и гуляю там один, в одиночестве. Мне нужны места, где нет людей вообще. А когда я в одиночестве, я нахожу в себе силы справиться с какой-то болью, справиться с какими-то утратами, да, то есть даже в том числе энергетическими, да, утратами. То есть одиночество для меня это вот как раз-таки то, что помогает мне прийти в себя после крупных шумных проектов. Для меня не взять телефон, это равносильно, в принципе, как не работать. У меня
меня сейчас цветы прям приехали туда, и я не могу дозвонить своей ассистентке и сказать, что пойти проверить, где цветы. Я не знаю, я работал флористом, арт-директором. У меня было всегда все схвачено. У меня всегда телефоны вот так вот лежали, я на все отвечал, все контролировал. Никогда не было, чтобы мой директор хоть раз на меня повысил голос, потому что у меня не было повода. Как же у меня это получалось? Мне это интересно. Наверное, я не какой-то супермен. Иногда есть такое состояние, когда вообще ты не можешь встать, даже нет ни сил встать, вот просто ломит все. Ты встаешь, вот так вот на автопилоте доходишь, понимаешь, нет слова нет, надо, и все, надо. Ты должен дойти до нужной точки. Вот у тебя этот проект, следующий проект, потом ты отдохнешь, и ты держишь себя в руках до последнего. Они же не могут так. И они не понимают, что это в первую очередь крепость духа, это суметь отстоять. Надо успокоиться. Да, Ваган, мы все цветы получили, все хорошо. Просто мне никто ничего об этом не сказал. Вы извините, что так вот контакт. Не, дело-то не в этом. Вы простите, пожалуйста, это мое личное упущение, потому что я не смог связаться вовремя с своим сотрудником. Это моя вина. Я вас очень прошу, прекратите обсуждать, почему я сделал то-то, то-то, не так-то, не так-то. Это европейский проект. Тут всегда происходит, вы не дома, и я не дома. Могут случиться любые проблемы. Почему начинается «я не хочу таскать», «я не хочу делать». Мы сейчас 3 девочки переносили стол через окно, мы молча это сделали, потому что больше некого просить. Ждать до 4, это значит к 7 разгрузиться. Давайте договоримся. У нас осталось 2 дня, мы все устали. Все сложности, с которыми мы сталкиваемся, это только закаляет флориста. Поэтому давайте, пожалуйста, прекратим это дело. Занимаемся тем, что сейчас укрепили стволы, зачищаем цветы, пока мы ведем остальные инсталляции. Медленно, медленно, чтобы стык не сломать. Все, давай, поймал. Так, тихо. Плата за успех – это, скорее всего, нехватка на личную жизнь. Я не могу себе позволить видеть людей, с друзьями встречаться. Когда мы встречаемся раз в 4 месяца встречаемся дома для того, чтобы поиграть в крокодила, выпить бутылку вина и просто похохотать и увидеть друг друга. Родителей вижу тоже очень редко. Я вообще, в принципе, своих друзей, родственников вижу очень редко. Один из журналов меня спросил, что для вас дорогое удовольствие? Для меня дорогое удовольствие – это увидеть своих любимых, своих друзей. Так же, как… Вот видишь? Поэтому я его отключу сейчас. Мама звонит. Мам, я тебе перезвоню, хорошо? Ждет уже. Ждет.
Букет – это как диалог. Представим себе комнату, заходишь, и там какое-то количество людей о чем-то говорит. Ну, разговор такой, интересный, но без смысла, без какой-то нотки. И входит яркий человек, да? Тут же весь этот диалог закручивает вокруг себя. Сразу же беседа становится яркой, энергичной, живой. Новые темы для разговора. Также и букет, да? Один цветочек подстраивается под другому. Нужно понять каждого и, может быть, не обидеть его, потому что у кого-то есть красивый стебель, и нужно показать длину. У кого-то есть красивый бутон, надо показать бутон. Ничего из моих работ не создалось бы без тех людей, кто мне помогают.